Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события до конца 2023 года. И сегодня мы 5 колод используем, чтобы не смешивать энергии и чтобы узнать, какие же события нас ожидают до конца года. И первая карта, и первый вопрос, что важно знать, или что выйдет, может быть, на первый план в наших желаниях, мечтах и в реальности. Чем мы будем больше заниматься, чему уделять внимание, время. Итак, что для нас важно знать, что будет для нас в приоритете. Вообще учеба и карта тройка пентаклей – это своего рода кармический экзамен мы сдаем или переход на другой уровень, смена статуса. Это может сопровождаться как буквально с обучением. Вы заканчиваете обучение, сдаете экзамен и приступаете к какой-то работе или виду деятельности. Или вы обучились, может быть, даже на курсах, или что-то, вот вы как дело свое, может быть, даже бизнес свой начинаете. И мы по этой карте занимаемся с удовольствием, любым делом. И, наверное, положительно именно то, когда нам интересно, мы горим чем-то. Но и есть такое значение, это ведь карта прогресса, когда мы говорим с одного словно статуса теперешнего, мы переходим, увеличиваем свой потенциал, свой профессионализм, свое влияние, может быть, в обществе или в том коллективе, даже где вы работаете. Но и деньги, как будто они тоже растут. Что бы мы тут ни делали, будет материальное вознаграждение, материальный эквивалент. Поэтому карта прогресса. Поэтому любой как будто прогресс уже для вас хорошо, этим вы будете заниматься. Это важно знать, в ваших силах это. Но отчасти карта ведь говорит, что если мы будем заниматься тем, что нам нравится, мы достигнем очень многого. Чего не избежать? Или неожиданности, давайте узнаем до конца 2023 года, как видят карты. Нет неожиданностей. Работай, у тебя все получится. Самое главное, чтобы не было, где-то внезапностей каких-то, быть увлеченно занятым. И просто, наверное, делать, не только планировать, а какие-то наши действия принесут нам эквивалент, как и финансовый, так и смену, может быть, нашего статуса в сторону увеличения. Наш профессионализм растет. Нам ведь уже показан профессионал, а это одна из лучших карт в колоде на работу, на деньги, на профессиональный успех. И поэтому карта говорит сама за себя. У вас как будто две карты прогресса, но и одновременно финансов, когда у нас все стабильно. По работе, по финансам, по крайней мере, от наших приложенных усилий будет ощутимый эффект. И с таким, знаете, заделом на будущее. Прекрасно. Давайте мы на колоде золоченого Таро узнаем события до конца 2023 года. И первая карта у нас будет называться «Новые события». Какие события, для нас вот как совсем что-то, чего мы, может быть, не ожидаем. Каково будет, может быть, обстоятельства это какое-то. Или новость, информация. Давайте узнаем. Итак. Новое событие до конца 2023 года. Пятерка жезлов нам тут говорит о том, что приготовься, ты будешь где-то среди людей. Будет необходимость правильно работать с информацией, правильно распределить свои силы. Люди могут быть разные, которые где-то будут стараться на нас воздействовать, чтобы мы включились в какой-то вопрос. И вообще много будет новостей, много будет информации как таковой. С ней придется как-то правильно взаимодействовать, не торопиться включаться в какой-то вопрос. Потому что часто по этой карте, знаете, информационный хаос, вот я ее так называю, это могут быть и люди сами, которые вам разного рода известия принесут и могут, знаете, так преподносить, как «Вау, надо этим заниматься», например, «Это выгодно, а нам надо подумать». Или наоборот говорить что-то обратное, да, и нам все равно нужно подумать, мы должны иметь какое-то свое независимое мнение, раз. И, наверное, не торопиться включаться в какой-то процесс. По этой карте как будто это больше кому-то нужно, нежели нам. И у нас
Две карты самореализации, поэтому будьте на своей волне, мои дорогие весы. Для вас это очень актуально. Нас могут сбивать словно с настроек наших каких-то. И если бы раньше, может быть, мы бы откликнулись, а здесь надо остановиться и подумать, а мне это нужно или нет. Вот, видимо, какая-то такая турбулентность вокруг вас, она может быть как и новостная, так и человеческая буквально. Но мы все равно остаемся верны собственным принципам. И что для нас сейчас важно? А важно для нас, ну, буквально как и финансовый достаток, так и какие-то очень правильные, выверенные действия. То, что именно нас касается. По пятерке жезлов всегда есть вариант, опасность как бы быть втянутым в какие-то, как разбирательства, кстати, выяснение отношений, так и в какую-то работу, за которую буквально финансы получим не мы, а кто-то другой. Ну, видимо, вот это вот такое событие. Давайте, а что нам запомнится, что нас порадует? Но вообще, если мы сами не допустим, то нам никто не мешает. Вы будете задавать тон. Вы можете, кстати, к вам могут обращаться люди, да, и здесь у нас нам показаны как раз много, 5, как будто людей, которые пытаются с нами провзаимодействовать. Так вот, по карте отшельник это у нас мудрец, который умеет распутывать сложные ситуации, может дать дельный совет, знает, как к кому обратиться, как правильно выстроить разговор. Он в своих неспешных энергиях, он мудрец, он знает все. И вот для вас это такая позиция до конца года. Вы, наверное, где-то сродни отшельника, но я вот люблю эту карту за что? Мы как будто на своей волне, нам снова еще раз карта повторяет. Нам никто не мешает, если мы сами не включимся в то, что не нужно, по сути дела. И отшельник у нас идет с фонарем. Это прообраз интуиции. И по преданию фонарь включается тогда, когда нужно. И у нас отшельник представлен, словно фонарь включился, осветил дорогу отшельнику, а на дороге змея. Поэтому где-то могут быть и подвохи, мы в чем-то не должны ошибиться. Ваша интуиция, безусловно, и где-то независимость, она должна быть соблюдена. Вы сами себя будете словно в другом статусе чувствовать. А для кого-то из вас, может быть, придется осуществить поездку, переезд или работа, которая будет связана, ну, где-то на другом словно берегу или в какой-то другой совершенно плоскости. Такое тоже может быть. Или какая-то еще ситуация, может быть, вас вынудит куда-то отправиться. Так вот, явных помех нет, если мы сами не будем во что-то втянуты. Так вот, если мы на своей волне, то нас определенно это как и порадует, так и новые перспективы откроет. Потому что фактически, если мы спрашиваем, да, что нам, что нас радует, или чем нам запомнится, что будет, в чем наша сильная позиция, это вот как раз в том, что нет как таковых помех. Значит, какой-то свой план мы можем осуществить. Давайте на колоде Таро иллюминатов узнаем, что нам будет помогать. Что же будет помогать весам во второй половине 2023 года, до конца года? Кто или что будет помогать? Есть явно как минимум один человек, который вас будет поддерживать. Или это ваша команда, ваши близкие будут помогать. А вообще, это карта праздник после победы. Значит, все то, что вы делаете, мои дорогие весы, вы будете видеть результат своего труда. И даже я могу сказать, пусть нас никто не одобряет, или пусть никто не радуется за нас вот какому-то нашему успеху, даже если такое я могу допустить. Хотя сама карта подразумевает, что мы должны праздник с друзьями разделить. Но я бы сказала так, у вас большая идет какая-то самореализация, и у нас выпал аркан, старший отшельник. Тут сама, наверное, сам мир, пространство, вселенная сама будет вам помогать реализоваться и какой-то свой проект совершить. И, наверное, вот эта самореализация, вот эта победа, она вам будет как и вдохновение и уверенность давать в собственных силах. И это будет в целом вам помогать еще большему осуществлению каких-то своих желаний, намерений, целей. У вас все идет действительно в сторону прогресса. Замечательно. Но вполне вероятно, будет и у кого-то ваша команда, которая с вами будет заодно.
Давайте мы еще узнаем, что нас будет радовать. Какой-то, знаете, можете вы заложить проект на длительный период времени. Это принц Пентакли. Это всегда, я называю карту марафонский забег. Это то, что мы начинаем у кого-то буквально с нуля, у кого-то в самом начале, может быть. Вот где-то стройка Пентаклей перекликается, но это как дело нашей жизни. Это какой-то проект на долгий срок, который нам принесет и популярность, и известность, и финансовое вознаграждение, нашу уверенность, нашу подушку безопасности, назовите это так, нашу стабильность. И причем это не такое что-то эфемерно на один день или на какой-то короткий период. Нет, тут именно надежность на долгий период времени. Вот, видимо, чем-то мы можем так начать заниматься, что все время в рост, и как и к новым победам, так и к новым каким-то вариантам сотрудничества или какого-то взаимодействия. И да, действительно, у вас будет, если мы в целом, что нам помогает, или что нас радует, что нас вдохновляет, и по принцу Пентаклей к нам могут прийти на помощь. Есть у нас как минимум один человек, который поддержит нас советом, делом и даже деньгами. Как будто деньги... Ну, тут нам уже несколько раз сказали, что деньги будут. И теперь на колоде Таро Висконти Сфорца. А что же нам мешает? Давайте узнаем. Тоже проясним вопрос. Не все же бывает гладко, правда? Все равно, тем более на полгода. Нет, есть какие-то шероховатости. А есть и препоны. Почему нет? Итак, что нам будет, возможно, мешать до конца 2023 года? Что нам может помешать? Вот еще раз, посмотрите, пятерка жезлов и как раз семерка жезлов – это карта соревнования. Карта, знаете, как у кого-то буквально может быть соревнование. Например, вы претендуете на какую-то должность, и человек другой претендует. И у вас словно конкурс. Вот в этом конкурсе вы можете быть. Но чаще проигрывается, когда опять же на нас воздействуют люди, чтобы мы подключились к какому-то вопросу, который больше нужен кому-то. Поэтому рационализм от начала до конца. Где-то нам уже четко сказали, что ну не занимайся чужими вопросами, и тогда ты достигнешь всего, чего ты хочешь. И также мы не должны, с учетом все-таки две карты у вас выпадают, вот этой турбулентности, которая вокруг вас. Мы не должны быть втянуты в какие-то разбирательства, это я дважды вам скажу. Даже если мы оказываемся случайно в той среде, ситуации, когда, допустим, обсуждают вашего руководителя, или кто-то, ну, нелицеприятное что-то говорит о другом человеке. Вот наша позиция какой-то отшельника, нейтральная. Лучше уйти в тень или удалиться из кабинета по-английски. К примеру, если мы видим, что есть вот какой-то, ну, как мы называем, сплетни, вот в них участвовать нельзя. Иначе потом кто-то перевернет все на 180 градусов, и мы же еще будем потом оправдываться, что мы ни при чем. Вот себя не подвергайте риску. Нам это может помешать. Хотя может поначалу выглядеть, как я-то вообще-то тут ни при чем. Но мало ли, мы ж не знаем, как потом наше какое-то слово неосторожное будет перевернуто, и мы окажемся, ну, в такой не очень приятной ситуации. Берегите себя, не подставляйте себя под удар, это точно. Но какие могут быть еще трудности? Да фактически трудностей нет. Или мы где-то соскользнем вот в эти самые обсуждения или в какие-то дела, которые, ну, для нас никакого не имеют смысла. И потратим время, силы, а то и будем втянуты в какие-то разборки. Или мы оденем на себя где-то розовые очки, позволим себе очароваться. Так вот, не очаровывайтесь заранее, чтобы потом не разочаровываться. А хотя вообще это паж кубков, это какие-то приятные новости. Но можно, знаете, на эмоциях всегда ведь вариант соскользнуть. И хочется ведь, всем нам хочется периодически, ну, где-то ослабить хватку и расслабиться. Так вот вам нельзя, мои дорогие, иначе как-то мы тут вот соскользнем не в ту плоскость, куда нужно. Поэтому держать руку на пульсе, ну, вам, видите, работать, и как будто какой-то свой проект, у вас тогда все абсолютно точно получится. И самое главное, заниматься тем делом, которое вам нравится. Давайте у нас есть колода 78 дверей, и тут ключевое значение двери, открытые, закрытые, ну и ключи. Вот, подведя итог, давайте мы узнаем,
концу 23-го года. Какие двери передо мной будут открыты? Какой итог я подведу? Мы окончательно избавимся от каких-то восьмерка мечей. Это то, чего нет. Правда? Очень такая красноречивая карта. Мы избавимся от сомнений. Видимо, тут действительно, может быть, научимся говорить «нет». Научимся выходить из той ситуации скользкой, в которой нам категорически нельзя быть. Не рисовать себе каких-то иллюзий мы научимся, но и не ставить себе каких-то ограничений. Не создавать глубокой философии там, где она не нужна, а быть более рациональным, как отшельник, ведь он видит правду такой, какая она есть. Может быть, она и не очень приятная, но она правда, истина. Он ее, собственно, ищет. Может быть, очень что-то такое заманчивое, восторженное и на самом деле хорошее. Ну так и где-то залипать в этом состоянии надолго-то тут тоже не нужно, потому что нам это где-то мешает. Нас это просто будет ограничивать. И если мы словно застрянем вот в каких-то своих эмоциях. Мы сами себе создадим барьеры. И карта нам говорит, не мешай себе. Поэтому какие же двери будут открыты? Нет дверей как таковых. Девушка вышла, идет по ступеням, ей ничего не мешает. Ей мешают только собственные мысли, неправильные. Вот мы, наверное, перестроим наше мышление в какую-то совершенно другую плоскость, потому что у нас много дел по факту, есть какой-то успех на пороге. Причем такой значимый и одновременно финансовый. Давайте что я смогу осуществить? Для кого-то из вас вы осуществите переезд. Для кого-то из вас вы будете словно строить свое финансовое надежное благополучие на долгий период времени. У нас человек несет как будто двери. И у нас дверей нет вообще. Задача в том, чтобы их создать, поставить и какой-то свой мир надежности, уюта, покоя, словно обособить, создать свое место комфорта или то место, где мы приходим отдыхать, или вот тот финансовый достаток, то есть уже нам как будто показывают дом такой, который требует ремонта, да, без дверей. Вот мы будем отстраивать свой теплый, уютный дом или место там, где нам хорошо. Тут действительно, опять же, материализм и конкретные действия. И ведь нам показан здесь профессионал, который знает, как это сделать. И эта карта отчасти дополняет верхний ряд, который у вас выпал. Да, работы достаточно, как будто, мои дорогие весы, но для вас это совершенно другое качество жизни. И есть, безусловно, у вас как минимум хоть один помощник или есть человек, который вас готов поддержать, и в том числе финансовый. Весь, наверное, секрет второй половины 2023 года, что мы не мешкая должны вот продолжать осуществлять какой-то проект. Тогда все получится. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.